В игровой индустрии происходит какое-то безумие. Sony опять начали разборки с майками, а Rockstar подвела итоги поддержки GTA 5 и переключается на разработку GTA 6. Но сейчас не об этом. Я бы хотел начать с того, что планирую пока что отлучиться, но ненадолго, чтобы заняться своими делами. Но не спешите отписываться или строчить гневный коммент, потому что новости в этот раз расскажет вам дядь Сережа. Передаю ему слово. Спасибо, Алексей. И приветствую всех, кто решил узнать новости игровой индустрии за последние дни. А их было на самом деле довольно много. Поговорим про улучшения для Cyberpunk, Assassin's Creed Mirage про Alibaba, BioShock и многое другое. Конечно же, напомню, если у вас есть возможность, можно стать спонсором канала или на Патреоне за скромную плату. Также присоединяйтесь к нам в Telegram-канал. И последнее, но не менее важное, не забывайте нажать лайк. А если ты тут впервые, можно подписаться на канал. Ну и давайте разбираться. На прошлой неделе Ubisoft анонсировала новую Assassin's Creed Mirage и пообещала раскрыть больше подробностей 10 сентября на Ubisoft Forward. Но инсайдеры думают немного иначе, поэтому они опубликовали целую тонну подробностей. Итак, по данным источников Тома Хендерсона, Ubisoft представит сразу несколько новых игр в серии Assassin's Creed. Первой станет, само собой, Assassin's Creed Mirage, которая расскажет о молодом Басиме в Багдаде. Также на мероприятии будут показаны две другие игры под кодовыми названиями Project Red и Hex, которые станут частью Assassin's Creed Infinity. Red отправит игроков во времена феодальной Японии, а на ранних концепт-артах, которые видел Хендерсон, изображена ассасин-самурай. Впрочем, вероятно, играть можно будет как за мужчину, так и за женщину. Hex разрабатывается в Ubisoft Montreal и станет самой мрачной частью франшизы Assassin's Creed. События игры развернутся на последних этапах существования Священной Римской империи в Европе 16 века, во времена охоты на ведьм. Обе, скорее всего, выйдут не раньше 24 года. Также будут анонсированы мобильная дрочильня с местом действия в Китае и финалочка — крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla. Оно станет последним для игры. Я уже, честно говоря, даже сбился со счета, сколько там вышло аддонов для этой игры. Также появилось немного официальной информации про Assassin's Creed Mirage из описания. Место действия — Багдад 9 века. И, что логично, для изучения будет доступен только один город, разделенный на 4 района. Разработчики обещают живой город, где жители реагируют на действия игрока. Самому игроку будет доступен бесшовный паркур и акцент на стелсе, как в старых играх серии. Уничтожение целей станут самыми жестокими убийствами в истории франшизы. Юбики собираются применить современный подход к классическим механикам серии. Переживаю лишь насчет последнего. Если они начнут внедрять современный подход к механикам, то, боюсь, их придется докупать. А вот что гласит синопсис. Узнайте историю Басима, хитрого уличного вора, который ищет справедливость и ответы на улицах шумного Багдада 9 века. Благодаря таинственной древней организации «Скрытые» он становится смертоносным мастером-ассасином и меняет свою судьбу. Главное, чтобы новая часть не оказалась настоящим миражом. 2K Games продолжает хранить молчание вокруг следующей части BioShock. На фоне этого в Твиттере активизировался инсайдер OopsLeaks, узнавший некоторые возможные подробности касаемо будущей игры, включая информацию о том, что ее события могут развернуться в Антарктиде. Игра предложит открытый мир с несколькими концовками, а большую роль в истории будет играть тема агрегатных состояний воды, которая более подробно раскроется в побочных заданиях. Визуально своим арт-дизайном и графикой игра напоминает Deathloop. В ней ощущается атмосфера эпохи так называемого британского вторжения 1960-х годов и контркультуры с преобладанием психоделического и трипового стиля. Центральным героем может стать женский персонаж. Обещается крепкий саундтрек. Что касается боевки, в этом плане игра будет разнообразнена различными утилитами и комбинациями способностей, а на ведение боя будет также влиять местность. Вернутся некоторые старые
старые персонажи или их альтернативные версии. Сама игра будет намного больше, чем все предыдущие части, но концептуально это все тот же BioShock. Разработчики не спешат закончить проект как можно раньше и прежде всего заботятся о качестве конечного продукта. Когда состоится анонс и релиз, до конца неизвестно, что из этого правда, узнаем лишь в будущем. Это случилось. Наверное, главное нововведение последних лет в шутерах. В Battlefield 2042 добавили темный режим для светошумовых гранат. Теперь игроки могут выбрать тип вспышки после взрыва флешки. Все-таки резкие яркие вспышки цвета могут негативно влиять на глаза, особенно если играешь в темноте на большом мониторе. Если оставить настройки без изменений, то игроки увидят белую вспышку, как в других шутерах. Если же поменять на Blackout, то экран в случае взрыва просто станет темным. Главное, чтобы потом не началась сцена из Скайрима. Spider-Man 2 является пока единственным крупным проектом от PlayStation Studios с подтвержденным релизом на следующий год. Известный инсайдер Милли Амант недавно рассказала, что разработка второго «Паучка» превосходит ожидания высшего руководства Marvel, а один из сотрудников Marvel похвалил поразительную плавность и выдающуюся графику. Утверждается, что игра выглядит настолько хорошо, что некоторым показалось, что они смотрят кат-сцену. Самое интересное, что геймплей сиквела будет представлен уже скоро. Учитывая запланированный на следующий год релиз, можно рассчитывать, что показ игры произойдет в ближайшее время. По слухам, в этом месяце состоится презентация PlayStation Showcase, поэтому держим пальцы крестиком. Студия Striking Distance уверена, что The Callisto Protocol запомнится игрокам надолго, поскольку станет самой страшной на рынке. Команда ставит во главе фактор страха, а не насилия. Благодаря инженерии ужасов, студия Striking Distance будет использовать всю палитру страхов в разных частях сюжета, с ключевым акцентом на психологический ужас. Джеймс сравнивает его с идеей двери, которая жутко закрывается вдалеке от игрока. Поэтому если вы планировали построить кирпичный дом, то шансы велики как никогда. Также в хорроре будет присутствовать некий попутчик, о котором еще не упоминалось в трейлерах. Наиболее вероятным кандидатом на роль спутника главного героя является его сокамерница, сыгранная японо-американской актрисой Карен Фукухарой, известной по сериалу «Пацаны». Касаемо этого вопроса, Скофилд не стал вдаваться в подробности, но отметил, что планирует раскрыть его в будущих трейлерах. Поскольку до выхода остаются месяцы, некоторые, возможно, уже задумывались над тем, что предложат разработчики после выхода игры. Так, для хоррора планируется много всего интересного. Фактически планы расписаны на 4 года, потому что авторы оставили мир игры расширяемым. Что из этого получится у разрабов, узнаем уже в декабре. Українська студія Frogwares оголосила реліз на вікно ремейку Sherlock Holmes The Awakened. Оновлена гра вийде скрізь де можна в лютому 23-го року. Наразі команда Frogwares вже завершила збір коштів на гру за допомогою Kickstarter. За рахунок додаткових грошенят у Awakened з'явиться система нагород, епізоди з іграбельним доктором Ватсоном, а також розширений саундтрек, розгалужені діалоги з NPC та більш реалістична фізика об'єктів. Появилось еще 1,5 минуты нового геймплея God of War Ragnarok. Ролик фокусирует внимание на боевке и демонстрирует Атрея и Кратоса, сражающегося с ящероподобными противниками. Там же можно взглянуть на стихийные атаки огнем и морозом, а также 2 вида щитов. Один для парирования атак, второй для впитывания урона. В другом ролике Кратос посещает Свартальфахейм, один из миров экшена, родину гномов. В этом мире игроков ждет множество ловушек и препятствий, в том числе созданных местными жителями. Для того, чтобы проходить через них, Кратосу понадобится помощь не только своего оружия, но и Атрея. Обжитую часть региона населяют дружелюбные гномы, а сельскую местность и темные гроты куда менее приветливые монстры. Из интересного также стоит отметить, что герои явно встретятся с обычными крестьянами. Это более вертикальный и разнообразный мир, наполненный деревянными техническими сооружениями, некоторые из которых будут задействованы для головоломок. Персонажи смогут взаимодействовать с постройками, чтобы продвигаться дальше, а также использовать свое оружие и способности для преодоления природных барьеров, вроде извергающихся гейзеров, которые позволят замораживать топором Левиафан.
CD Projekt Red на днях анонсировала Phantom Liberty – «Призрачная свобода» – масштабное сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077. Разработчики рассказали, что DLC станет настоящим шпионским триллером, события которого развернутся в новом районе города Найт-Сити до финала основной игры. Судя по ролику, главного героя заставят встать на службу новых Соединенных Штатов Америки. Звездами расширения станут новые персонажи, но в повествовании будут также задействованы некоторые действующие лица из оригинальной сюжетной линии, включая Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. Сроки выхода по сравнению с прошлыми обещаниями изменений не претерпели, а вот список целевых платформ сократился, в нем нет консолей прошлого поколения. Также это DLC станет первым и последним крупным аддоном к игре. Выйдет аддон, хочется сказать, через 2-3 недели. Но нет, релиз лишь в 2023 году. Также студия выкатила обнову. Патч получил порядковый номер 1.6 и название Edge Runners Update. Обновление добавило контент вроде куртки Дэвида Мартинеза, дробовик и квест по мотивам грядущего аниме-сериала Edge Runners и другие элементы с отсылками к нему. Появилось 6 новых видов огнестрельного и 5 видов оружия ближнего боя, в том числе полностью автоматический дробовик и меч-бензопила. Добавили функцию гардероб. Пластика лица в редакторе персонажа от Reaper доков. 3 заказа от фиксеров, появилась и трансмог экипировки. Игроки смогут менять внешний вид элементов одежды, не меняя характеристики. Доступ к этой возможности появится в любом гардеробе любой квартиры. Кроме того, Киберпанк добавляет кроссплатформенное сохранение, мини-игру «Шевелись, плотва» доступна в аркадных автоматах внутри игры и на iOS с Android, а также возможность делать снимки с котом Нибблсом в фоторежиме. Помимо нового контента, 1.6 принесет с собой исправление багов на разных платформах и улучшения вроде режима производительности на Series S. А вот режим «Новая игра плюс» увы не выйдет. Эта опция в случае Киберпанк не такая простая, как может показаться. Нужно перелопатить пол игры и ничего не сломать. Собственно, этим могут заняться игроки, потому что, наконец-то, у мододелов и всех причастных появится доступ к удобному инструменту для модификаций Red Mod. О том, что появится в патчах позже 1.6, разработчики упомянули не так много, пообещав полную переработку системы полиции. Отряды Макстаг в качестве противников, судя по всему, относятся к системе полиции. Сражения во время управления транспортными средствами, переработанная система ближнего боя и дополнительные перки. Судя по всему, подобный контент в дальнейшем продолжат выпускать, но лишь для ПК, PS5 и Xbox Series. Microsoft анонсировала белую версию беспроводного контроллера Xbox Elite Series 2. Как оказалось, она будет продаваться дешевле, чем первый вариант. Новый геймпад в техническом плане аналогичен, но поставляется с меньшим количеством аксессуаров, поэтому цена составит $130 вместо 180. Если игрокам понадобятся доп. Аксессуары, то они смогут отдельно докупить для него, так сказать, DLC. Complete Component Pack за $60. Когда Steam Deck отлично продается, а Valve заговорила о будущих ревизиях портативного ПК, публика начала задаваться вопросом, собирается ли компания выпускать новые игры. Дизайнер Valve Грег Кумер в интервью японскому изданию Famitsu рассказал, что компания трудится над множеством игр, включая проекты по Half-Life. Также Грега отдельно спросили про Half-Life, и он подтвердил, что в разработке находятся игры в этой вселенной. Кроме того, уже лично Грегу хотелось бы вернуться в мир Portal, но учитывая боязнь дедушки Гейба цифры 3, есть некие сомнения. Rockstar подвела итог разработки GTA 5 и поддержки GTA Online в связи с тем, что большая часть команды переключилась на разработку GTA 6. 17 сентября феноменально успешной игре исполнится 9 лет, и сейчас студия разместила на сайте благодарность всем, кто был связан с разработкой. Фанаты восприняли такое сообщение в качестве своеобразных проводов игры-долгожителя, учитывая, что полноценная разработка GTA 6 уже давно идет. Но стоит закатать губу. Релиза GTA 6 в ближайшие годы ждать не стоит. По слухам, новую GTA-шку планируют выпустить в 2025 году.
Квиддич изображен в фильмах и книгах о Гарри Поттере как ключевой аспект обучения в Хогвартсе. Поклонники ожидали, что предстоящая Хогвартс Легаси позволит им поучаствовать в популярном спортивном состязании, тем более, что в одном из трейлеров можно было заметить стадион для Квиддича и ученика школы в спортивной экипировке на метле. Однако такой возможности в игре не будет. Информация появилась в ответах на вопросы на сайте игры, что, как по мне, абсолютное упущение. Правда, будут полеты на метлах. Также авторы выпустили рум-тур по факультетам Хогвартса. Первым была показана комната Слизерина, расположенная в нижней части школы с видом на Черное озеро. Она была кратко показана в серии фильмов о Гарри Поттере. Вторым стал зал Гриффиндора, который находится в верхней части замка и задрапирован красной тканью. Данное помещение фигурировало во всех частях Гарри Поттера. Общие комнаты Пуффендуя и Рейвенкло, в свою очередь, впервые подробно показываются во вселенной волшебного мира. Помещение Пуффендуя находится за школьной кухней и наполнено растительностью, в то время как Рейвенкло располагается на вершине башни за статуей орла. Новые видео также подтвердили, что один из побочных квестов будет проходить на локации, основанной на аттракционе «Волшебные существа» Хагрида в тематическом парке Гарри Поттера. Кроме того, показали нам свежий игровой процесс. Из видео можно узнать, как создать своего персонажа, как готовить магические снадобья и как обращаться с волшебными растениями и диковинными животными. Ролик демонстрирует интерьеры школы, которые состоят из массивных лестниц, готических сводов, колонн, причудливых садов и мрачных коридоров. Студия Best Way объявили о переносе тактической стратегии Man of War 2. Авторы приняли это непростое решение, чтобы добавить в проект новый контент и ряд улучшений, о которых попросили игроки. Кроме того, на перенос повлияла война в Украине. Дело в том, что студия Best Way базировалась в Северодонецке, поэтому ребятам пришлось переехать. Сейчас же команда быстро вернулась к работе, но для его полировки им нужно немного больше времени. Разработчики пообещали добавить много нового контента, в том числе отдельную кампанию за Третий рейх и новые миссии для других фракций. Они также улучшат игровой процесс, пользовательский интерфейс и многое другое. Теперь стратегию планируют к выпуску в 2023 году. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути высоко оценил новую Forza Motorsport 8, которая создается для Xbox Series и ПК. Бути говорит, что он и команда провели комплексный разбор игры и остались под глубоким впечатлением от увиденного. По его словам, проделана потрясающая работа, благодаря чему франшиза вновь установит высокую планку того, какими должны быть симуляторы и соревновательные гоночные игры. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Руководитель Xbox Фил Спенсер направил боссу PlayStation Джиму Райану сообщение, в котором заверил, что Microsoft продолжит выпускать игры из серии Call of Duty в течение нескольких лет после завершения действующих обязательств со стороны Activision. Но зрада подвалила почти сразу же, и консольные бати начали срач. Так Джим Райан называл такое поведение неадекватным по множеству причин. Microsoft предложила оставить Call of Duty на PlayStation только на 3 года после окончания текущего соглашения между Activision и Sony. По словам Райана, майки не учитывают наследие бренда на PlayStation и как эта сделка скажется на игроках. Они хотят гарантий, что публика на PlayStation сможет и дальше получать колду. И, мол, предложение Microsoft подрывает этот принцип. Очевидно, что Sony переживает за Call of Duty, ведь основная аудитория шутера как раз на PlayStation. Посмотрим, что ответит дядя Фил Спенсер. Также Microsoft планирует выпускать серии Call of Duty, Diablo и Overwatch в сервисе Game Pass после завершения сделки по покупке Activision Blizzard. Об этом также сообщил глава Xbox Фил Спенсер. Давненько индустрия не видела таких разборок. Недавно студия Squanch Games объявила о переносе релиза High on Life с октября на декабрь. Как выяснилось позже, команда сделала это, чтобы избежать конкуренции с God of War Ragnarok и Call of Duty Modern Warfare 2. Креативный и арт-директор High on Life Майки Спано объяснил, что в октябре жарко, очень жарко, поэтому, чтобы игроки заметили комедийный шутер от первого лица, понадобится небольшая задержка. По его словам, выход High on Life в то время, когда все обсуждают
считают God of War или Call of Duty, станет для них упущенной возможностью. Ну хоть не стали выдумывать и врать, а рассказали все как есть. Вторая причина — это возможность довести игру до определенного состояния, как следует отполировать ее. Теперь игра выйдет 13 декабря. 343 Industries подтвердила новый виток задержек с контентом для Halo Infinite, а также отмену локального кооператива по сплитскрину. Кооперативная кампания, Beta Forge и третий сезон мультиплеера были перенесены на более поздний срок. Теперь он состоится в ноябре вместе со стартом открытой беты Forge, ожидавшейся в этом месяце, а третий сезон контента задержится до марта следующего года. Отмену коопа объяснили улучшением и ускорением создания контента. В период с 8 ноября по 7 марта игру ждет серия зимних обновлений, которые будут включать в себя бету Forge, кооп-кампанию, повтор миссий и 2 новые сетевые карты Detachment и Agile. Также в это время шутер получит пользовательский игровой браузер, новые режимы и обновления для беты Forge. В общем, теперь главное наобещать. А вы там ждите. Студия Round 8 выкатили системки Souls-like Lies of P. Хардкорный в геймплейном плане проект оказался весьма щадящим к игрокам с точки зрения необходимого железа. Пройти игру получится даже на, так сказать, древней видеокарте GTX 1050 Ti в паре с процессором Ryzen 3 1200. Но пока разработчики не уточнили, на какую именно производительность рассчитана каждая конфигурация. Оперативной памяти необходимо 8 или 16 гигабайт. В рекомендуемых висит RTX 2060 и Ryzen 5 3600 соответственно, но опять же по современным меркам это достаточно скромно. Сколько игра займет места на накопителе и будет ли поддерживать такие технологии, как Ray Tracing и DLSS, пока не совсем ясно. Гендир CD Projekt Red Адам Кичинский подтвердил, что улучшенная версия The Witcher 3 находится на пути к релизу в 4-м квартале этого года. Улучшенная версия Ведьмака 3 выйдет не только на новых консолях, но и на ПК, где игра получит трассировку лучей и другие визуальные улучшения. Разработчики также обещают добавить в тайтл контент, связанный с сериалом от Netflix. GSC продолжают терроризировать недоброжелателей. На этой неделе в сети опубликовали псевдоскриншоты якобы из Stalker 2, а также концепт-арт. Качество скриншотов примерно 10 шакалов из 10, а как мы знаем, чем шакальнее качество, тем надежнее инсайт. Конечно же верим. Тем не менее, сама GSC ничего не комментировала, а вот Microsoft на фоне переноса игры на следующий год начала возврат денег за предзаказы. Если коротко, то Microsoft всегда так делают, если игру перенесли. Зато не нужно переносить написание вашего комментария, поэтому давайте там обсудим последние новости игр. Поэтому жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в телеге и дискорде, ну и приглашаю подписаться на наш канал. Жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.